Накшатра Свати в 12 домах. Свати – могущественная звезда, воплощение независимости, решимости и целеустремленности. Божество Накшатры Ваю – ветер, животворящая сила, которая дает дыхание всем существам. Свати имеет свободу двигаться в любом направлении, незримо, беспристрастно, бесформенно, невидимо и неосязаемо, проникая во все миры по своему желанию, обладает огромным влиянием и способна нести как жизнь, так и разрушение. Все стихии нуждаются в ветре, но только ветер не нуждается ни в ком, олицетворяя собой истинную независимость. Представитель Свати – это человек, который ищет глубокое понимание и свободу на самом сокровенном уровне. Это душа, не терпящая оков зависимости. Ее путь может быть нелегким, но он ведет к уникальной мудрости и способности видеть то, что скрыто от других. Он тот, кто, подобно ветру, невидимо влияет на мир, принося ясность и понимание в самые темные уголки души. Истинная свобода может быть достигнута через освобождение от внутренних привязанностей, страхов и иллюзий. Это путь к внутренней независимости, которая не зависит от внешних обстоятельств. Человек, подобно дикой розе, расцветающей среди шипов, несет в себе природную красоту, рожденную из сложных обстоятельств. Накшатра Свати наделяет человека защитными и исцеляющими свойствами, способностью соединять материальное и духовное, проникать в суть вещей, отделяя зерна истины от плевел лжи. Это духовная мудрость, религиозные знания, роль учителя и наставника. Внешне человек может казаться неприметным, даже намеренно скрывая за скромным обликом глубокие знания и проницательный ум. Друзья и враги сменяют друг друга, словно времена года, оставляя за собой след замешательства. Жизнь щедро одарит его возможностями для достижения успеха, но порой ему придется столкнуться со странными вызовами, загадками, где на границе иллюзий и реальности размываются привычные представления о мире. Человек может искать истину и ясность на очень глубоком подсознательном уровне. Свати – прирожденный жрец, стремящийся проникнуть в самую суть божественного и постичь глубины веры. Он близок к служителям культа, чутко ощущает пульс религиозных обычаев и ритуалов, бережно хранит традиции, искушен в священных текстах и обладает исключительной эрудицией. Он знает, как действует высший разум, чего ожидать от него и какую дань воздать в ответ. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, ему необходимо вдохновение, тогда ему по плечу окажется любая задача. В отношениях с партнерами могут возникать колебания, неустойчивость, борьба за превосходство. Однако его неукротимое стремление к независимости остается его путеводной звездой. Своих близких и семью он всегда готов защитить. Он чутко прислушивается к их желаниям, вопрошая: «Что я могу для вас сделать?» Подобно ветру, его влияние может быть невидимым, но значительным. Он может оказывать поддержку тем, кто находится в уединении, или тем, кто проходит через трудные духовные испытания. Человек учится каждый день, преодолевая препятствия, постоянно стремясь к росту. Принимая самостоятельные решения, он продолжает двигаться вперед. Он перфекционист, стремящийся к совершенству во всем, но способный довольствоваться малым. Он единственный, кто не станет судить других, свободный от предрассудков и не приемлет дискриминацию. В негативном проявлении человек может стать чрезмерно идеалистичным, непрактичным, склонным к откладыванию решений, испытывать беспокойство и постоянную жажду перемен. Трудности со стабильностью, приверженностью и авторитетами могут стать его спутниками. Перед ним будут открываться множество возможностей, но он рискует выбрать не ту, совершить ошибку, упустить свой истинный путь. Общее значение накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра Свати в первом доме. Человек с ярко выраженной независимостью, сильной волей и стремлением к самовыражению.
Стремлением к самостоятельности проявляется с юных лет. Человек рано начинает зарабатывать, чтобы обеспечить себе независимость и постоянно двигаться вперед. Его жизнь наполнена переменами, путешествиями и профессиональным ростом. Он может много увидеть и посетить, или же его карьера будет требовать постоянных перемещений и трансформаций. Возможности будут приходить непредсказуемо, словно хаос. Такой человек интуитивно разбирается в духовных практиках, будь то васту, молитва или астрология. Он обладает природным даром священнослужителя, постигая природу Бога и религиозные верования. Понимая религиозные обычаи и ритуалы, он бережно хранит традиции, знает множество священных текстов и отличается высокой грамотностью. Он осознает божественное провидение, свои возможности и обязанности перед высшими силами. Для полной реализации своего потенциала ему необходимо вдохновение, которое позволит справиться с любыми трудностями. В отношениях с партнерами возможны колебания, неустойчивость и борьба за доминирование. Однако, несмотря на это, он всегда готов защищать близких и семью, искренне интересуясь их потребностями и предлагая помощь. Внешне может казаться неординарным, возможно, с необычными чертами лица или манерой держаться. Его действия часто продиктованы внутренним импульсом, и он не потерпит, когда ему указывают, что делать. Может быть, много путешествий в его жизни, особенно на самолете, где его путь будет наполнен детальными наблюдениями и глубоким осмыслением. Жизнь будет щедра на шансы для успеха, но также может подбрасывать необычные ситуации, связанные с размытием границ между иллюзией и реальностью. Накшатрасвати во втором доме. Независимость в вопросах финансов и ценностей. Человек может зарабатывать деньги нестандартными способами, полагаясь на свои уникальные навыки. Его финансовое положение укрепляется постепенно, но неуклонно, обеспечивая стабильность. Его речь может быть проницательной, способной проникать в суть вещей. У человека будет широкий кругозор и склонность к языкам, к искусству, к пению и особенно кулинарии, где он может достичь выдающихся результатов. Возможны перемены в семейном положении или в отношении к семейным ценностям. Человек часто становится надежной опорой и защитником своей семьи. Родители данного человека могли достичь значительных успехов и финансовой стабильности в более зрелом возрасте, после 25 или даже 40 лет. Иногда их богатый жизненный опыт и объем знаний могут приводить к некоторой путанице в памяти. Накшатрасвати в третьем доме. Человек будет отличаться исключительной смелостью и стойкостью перед лицом любых вызовов, сильная независимость в общении, мышлении и коротких поездках. Ум человека острый, аналитический, способный быстро обрабатывать информацию. В общении будет демонстрировать прекрасные манеры и эрудицию, однако предпочитать коммуникацию в письменном формате, будь то электронная почта или сообщение. При построении отношений с противоположным полом человек проявит сдержанность и такт. Младшие братья и сестры могут быть такими же независимыми и играть важную роль в их жизни. Возможна предрасположенность к заболеваниям шейного отдела позвоночника, таким как спондилит. Накшатрасвати в четвертом доме. Независимость в вопросах дома, семьи и эмоционального комфорта. Человек может стремиться к уединению или жить вдали от родного дома. Его эмоциональный мир может быть сложным и переменчивым, так как ищет глубокое понимание своих чувств. Возможны перемены в месте жительства или потенциальные сложности, связанные с недвижимостью, домом и транспортными средствами. Приобретение или владение этими активами может сопровождаться возникновением непредсказуемых и труднообъяснимых проблем и событий. Мать человека может быть очень зависима от мнения и согласия невестки или зятя, что будет проявляться в полной уступчивости. Накшатрасвати в пятом доме. Независимость в творчестве, самовыражении и в отношениях с детьми. Человек может быть очень креативным, но его творческий процесс будет уникальным и не поддающимся стандартным рамкам. Обладая острым, как меч, интеллектом, этот человек будет отличаться плодовитостью и способен иметь много детей,
Примечательно, что его дети не будут наследовать его черты ни в характере, ни во внешности, ни в биологических признаках. Отношения с ними могут быть свободными, основанными на взаимном уважении. Человек чрезвычайно будет прилежен в образовании, ценя знания превыше всего. Он будет стремиться к обучению даже перед лицом трудностей. Образование для него – первостепенная задача, ведь он считает его основополагающим. Будучи прирожденным учителем, он активно будет способствовать распространению полученных знаний. Однако, если он осознает бесполезность изучаемого материала, то незамедлительно прекратит его освоение. Возможны также увлечения, связанные с риском и азартом. Накшатрасвати в 6-м доме человек будет отличаться невероятным трудолюбием, однако прогресс в его жизни, хоть и стабилен, происходит медленно. Столкнувшись с денежными затруднениями, человек будет испытывать глубокий дискомфорт, занимая средства, но если ему приходится это сделать, он приложит все усилия, чтобы вернуть долг в кратчайшие сроки и вернуть свою независимость. Иногда его могут преследовать необычные, труднодиагностируемые болезни, или болезнь может возникнуть в молодом возрасте, а проявиться только в старости, медленно прогрессировать, что даже врачи не смогут ее диагностировать на ранней стадии. Также возможны болезни, связанные с шеей или передающиеся воздушно-капельным путем. В человеке нет ничего стандартного, отношения с окружающими тоже весьма специфичны, у него нет привычных врагов или стандартных друзей. Главная сложность заключается в том, что его друзья могут оказаться врагами, а враги – друзьями. Человек будет постоянно менять свое отношение к людям, поэтому никто не является для него постоянным другом или врагом. Он относится ко всем одинаково, что является как сильной, так и слабой стороной его характера. Также человек часто вовлечен в борьбу за власть, но никогда не будет сражаться с простыми людьми. Его противники всегда сильные личности или те, кто стоит выше по статусу. Темперамент свати крайне непредсказуем. Из-за этой особенности некоторые люди могут считать его ненадежным, поскольку его отношение к ним может меняться от дружеского до враждебного. Однако для самого человека это не является проблемой. Если враг обратится к нему за помощью, он обязательно поможет, так как для него не существует понятия «дружба» или «вражда» в контексте оказания помощи. Его принцип прост. Если есть проблема, его задача – помочь. Но если он не захочет помогать, то открыто заявит об этом, поскольку ценит свою независимость. Никто не может контролировать его, указывая, кто друг, кто враг и кому следует помогать. Человек не приемлет такого вмешательства и не любит людей, пытающихся им манипулировать. Накшатрасвати в 7-м доме – независимость в партнерских отношениях и браке. Человек ищет партнера, который будет уважать его свободу и самостоятельность. Брак может быть нетрадиционным или заключенным в зрелом возрасте. Супруг может быть из другой страны, из иной культуры или религии. Различия могут проявляться и в повседневной жизни. Один просыпается с первыми лучами солнца, в то время как его вторая половина предпочитает утренние часы тишины, пробуждаясь позже, но верность и преданность станут стержнем отношений, создавая нерушимую связь. И если по воле судьбы эта связь будет оборвана, будь то утрата супруга или иные непреодолимые обстоятельства, то тогда вновь обрести свое счастье, пустить новую любовь в сердце станет для человека мучительным испытанием, требующим огромной внутренней силы. Возможно, партнерство, основанное на общих интересах и стремлении к исследованию. Здесь будет и верность, и непредсказуемость, периоды спокойствия и страстных вспышек. Человек предстает словно хамелеон, меняя окрас настроения без видимой причины, то сдержанность и умиротворение, то внезапный гнев, что обрушивается, как летняя гроза, даже по пустякам. И наоборот, величайшие испытания могут быть встречены с удивительной снисходительностью, оставляя окружающих в недоумении. Находятся ли они рядом с ангелом или демоном, никто не ведает, в какой момент может вспыхнет пламя раздражения. Эта двойственность, эта эксцентричность делает характер человека загадочным и порой капризным.
Карьера партнера обещает быть плодотворной, но ее рост подобен медленно наливающемуся плоду, уверенный, устойчивый, но требующий времени. Путь к успеху не усеян скоротечными победами, но каждая ступенька, взятая после долгих усилий, становится незыблемой основой. Накшатра Свати в 8-м доме у человека будут неординарные повороты в вопросах наследства. Это может быть связано с неожиданными сложностями и загадочными обстоятельствами. Несмотря на потенциальные трудности с наследством, человек не будет склонен полагаться на чужое благосостояние. Его душа рвется к независимости. Это моя семья, и я сам позабочусь о ней. Мои дети вырастут, опираясь на мои достижения. Такая позиция человека будет продиктована глубочайшим внутренним стремлением к самостоятельности и самодостаточности. У человека могут быть уникальные способности к возрождению и трансформации. Он может вернуть к жизни угасающие начинания, преобразуя терпящих крах предприятия в процветающие империи. Он может обладать сакральными знаниями и проводить тайные ритуалы. Накшатра Свати в 9-м доме. Человек познает истинную силу своего предназначения не сразу. Его рассвет наступает позднее, подобно тому, как величественное дерево достигает своей полной мощи с годами. Лишь перешагнув рубеж 30-40 лет, он обретет ясность, осознает свой уникальный путь и найдет верное направление в лабиринтах жизни. Ему предначертано отправиться в далекие края, постичь глубины высшего образования и, быть может, самому встать на путь духовного наставничества, делясь обретенным знанием с другими. Отец такого человека – неутомимый странник, чья жизнь подобна карте мира. Испещренной маршрутами, он может быть тем, кто связывает людей, перенося вести через континенты, словно вечный почтальон, или же он – влиятельный лидер, чьи решения эхом отдаются в разных уголках Земли, ведь его управленческая деятельность простирается далеко за пределы одного региона, охватывая множество стран. Накшатра Свати в 10-м доме. Независимость в карьере и общественном положении. Человек стремится к достижению цели своими собственными методами, не терпя контроля со стороны начальства. Его карьера может быть нетрадиционной, связанной с путешествиями, коммуникациями или с распространением знаний. В работе происходит постоянное движение, перестановки или частые командировки, перемещения, или человека постоянно переводят и меняют должностные позиции, или происходит перемещение по кабинетам, но при этом человек всегда готов прийти на помощь своим коллегам. Он мастер своего дела, и если он что-то знает, то знает досконально. Он не руководитель, но и не подчиненный, а скорее связующее звено, поддерживающее функционирование всей системы, подобно вице-президенту или помощнику руководителя. Он незаменим, но редко находится в центре внимания. Это продиктовано не только его нежеланием выставлять себя на показ, но и сущностью ваю, ветра, скрытого, но жизненно необходимого. Человека угнетает мысль о том, что им кто-то управляет. Он не терпит, когда указывают. Ему достаточно лишь получить задачу, и он разберется, как ее выполнить, без лишних объяснений, которые он воспринимает как пренебрежение. Человек обладает природным талантом находить наилучшие решения и реализовывать их с блеском. Он готов приложить дополнительные усилия, сделать больше, чем ожидается, трансформировать систему, чтобы добиться выдающихся результатов, зачастую при тех же, а то и меньших затратах. Свати – это тот самый сотрудник, который превосходит самые смелые ожидания работодателя, с готовностью предлагая больше, чем от него ждут. Однако такая самоотдача может стать источником проблем. Иногда его неуемная энергия и желание сделать немного больше может вызывать беспокойство у окружающих, даже если это проявление преданности делу. Не все готовы к таким свершениям, которых, к слову, не всегда и требуют. Такая избыточная активность, хотя и похвальная, может иногда приводить к недопониманию и создавать сложности для руководства. Преданность к своему начальству безгранична, даже если сам руководитель не отличается выдающимися способностями. Он будет уважать его, несмотря ни на что. Впрочем, это не исключает конфликтов. Для человека характерна формула:
Нет постоянных друзей, нет постоянных врагов. Накшатра Свати в 11 доме. Независимость в дружбе, в социальных группах и достижении желаний. Человек ценит свободу в своих отношениях и ищет друзей, которые разделяют его стремление к независимости и исследованиям. Его желания могут быть амбициозными и связанными с путешествиями, обучением или распространением знаний. Он может быть частью нетрадиционных групп или сообществ. Человек обладает редкой способностью к беспристрастности, граничащей с отстраненностью. Для него нет черно-белых понятий дружбы и вражды. Вчерашний враг сегодня может стать верным союзником, а друг превратиться в противника. Общество, привыкшее к четким границам и установленным правилам, такое поведение часто не в силах понять. Он же, подобно солнцу, не ведает зла и не ищет врагов, не скован догмой «враг моего друга, мой враг». Это мировоззрение, чуждое обыденному восприятию, становится источником множества сложностей в его пути. В профессиональной сфере его ждет долгий, но уверенный подъем. Карьера будет развиваться неспешно, но неуклонно, подобно медленно набирающему силу ручью. Стабильность станет его верным спутником, а возможности для роста будут открываться один за другим, словно жемчужины, рассыпанные на пути. Долгое время он будет занимать позицию номер 2, подобно опытному вице-чемпиону, чья мудрость и выдержка неоценимы для организации. Накшатра Свати в 12 доме. Человек может работать за рубежом в многонациональной корпорации. Может возникнуть конфликт между желанием быть полностью независимым и ощущением невидимых ограничений или самоограничений. Это может проявляться как чувство изоляции, даже когда человек находится среди людей. Его любовь к путешествиям может принимать форму уединенных странствий, паломничеств или духовных ретритов. Он может чувствовать себя более комфортно вдали от дома, в местах, где он может исследовать свой внутренний мир. Его таланты могут быть скрыты от посторонних глаз или проявляться в уединении. Скрытые враги могут быть более изощренными, их преодоление потребует не столько внешней борьбы, сколько внутренней трансформации и проницательности. Странные траты и долги могут медленно расти, как тени, выплетая узор из необъяснимых расходов.